Всем привет! Сегодня я решила подвести мои итоги за весну и построить планы на лето. Надеюсь, что у меня получится все это сделать в одном видео. И давайте начнем. Когда я собиралась подводить итоги, мне казалось, что за весну у меня не было финишей. Почти что не было финишей. Но оказалось, что они есть, их целых 7, что уже, конечно же, звучит достаточно серьезной цифрой. Давайте на них посмотрим и вспомним, что же я вышила за эту весну. Разумеется, что большинство работ, которые у меня завершились весной, были начаты раньше, и я буду вам говорить примерно, на каком этапе они были в начале весны, и посмотрим, насколько хорошо они у меня продвинулись именно за вот эти 3 месяца. Итак, первый сюжет, который я хочу вам показать, это «Радуга бисера», талисман «Снегирь», и он у меня готов полностью. Разумеется, сейчас я вам это показываю, да, вы видите, что он готов полностью. К сожалению, я его так и не оформила. И у меня на начало весны было вышито, вот эта часть была вышита не полностью. То есть где-то, как раз домики, наверное, я прошла по бокам, вот немножко нижнего такого кусочка не хватало для завершения этой части. И вот самого снегиря я уже вышила полностью весной. Немножко у меня такое сожаление, что получилась чуть-чуть работа вытянутая, она получилась немножко овальная, а не круглая. Это, в общем-то, не так, чтобы сильно критично, но думаю, что это тот фактор, который меня останавливает от оформления. То есть у меня есть некоторое такое чуть-чуть разочарование, наверное, в каком-то смысле, потому что до этого я вышивала такие вот кругленькие талисманчики, они у меня получались круглые. Здесь почему-то, не знаю, что пошло не так, я не понимаю. В общем-то, вышивала я на тех же пяльцах, что и раньше, и нельзя сказать, что я как-то по-другому вышивала, мне кажется. С одинаковым натяжением нити я все это шью, поэтому почему здесь получилось так, мне не ясно. Вот так выглядит работа с обратной стороны. Но все же надо это оформить. И, может быть, просто взять, вырезать именно под эти вышивки кружочки, точнее говоря, не кружочки, а овальчики самостоятельно. В наборе идут уже заготовки, на которые можно это натянуть, картонные. Они круглые, и они немножко меньше, чем вышивка. То есть всегда вот у «Радуги бисера» у них заготовки для натяжки, они меньше. Я думаю, они это делают целенаправленно, чтобы когда мы натягиваем работу вот так, закрывался, чтобы торец. Вот, потому что если сделать круг ровно, вот так вот по контуру, да, бисера пришитого, то когда мы будем натягивать, соответственно, у нас вот здесь останется такой вот край не закрытый, и будет это, наверное, не очень красиво. Тогда желательно этот край тоже чем-то закрывать, наверное, сверху. Поэтому они делают заготовку так, чтобы бисер уходил на торец, но он иногда и заворачивается прямо туда внутрь, вот так вот. Но, в общем, я обязуюсь оформить это дело, надо собраться и сделать. Работа зимняя, к зиме точно сделаю. Так, следующую работу, которую я покажу, это тоже будет бисерная работа от той же фирмы. Тоже «Радуга бисера», лимончики. Лимончики — это я так называю работу, вообще набор называется «Свежесть». Очень мне эти лимончики понравились сразу, когда я их увидела. Это фирма та же, но первый раз я вышивала работу квадратную от этой фирмы. И мне, в общем-то, понравилось тоже. Тоже все приятно вышивается. По объему они, наверное, примерно, что вот эти 2 кружочка, что вот этот сюжет, они, наверное, не одинаковые, этот все-таки чуть-чуть побольше. Если там около 3000 бисеринок надо пришить, то здесь около 4. Вот, поэтому все-таки эта работа побольше. Но получается очень здорово, и, может быть, мне нравится даже больше, чем кругляши, хотя, не знаю, может и не больше, просто нравится. Очаровательные лимончики получились, такие они тяжеленькие уже, увесистые довольно-таки, очень приятная вот эта вот поверхность.
Мне понравились и сами лимоны, как выглядят. Они прям такие хорошенькие, очень приятные у них оттенки. И очень мне понравилась вот эта часть, которая с домиками и берегом. Тоже очень интересно подобран здесь бисер. И итог тоже очень приятный. Цветочки тут есть беленькие, тоже симпатичные. Ну, в общем, в целом мне этот дизайн понравился сразу и только когда я его увидела, и в готовой работе он мне тоже нравится. От процесса я тоже получаю здесь положительные эмоции. Как-то вот мне нравится вышивать бисерные работы, но вот такого небольшого формата. Большие работы бисером я вышивать пока не планирую. У меня был такой опыт один, но я не могу сказать, что я от него в восторге. Идем дальше. Дальше я хочу показать вам вот этого прелестного черного кота. Это схема от Ксении Новиковой, и я ее начала вышивать... когда я ее начала вышивать, наверное, осенью, на начало весны у меня было готово уже 90%. То есть здесь оставалось уже совсем немножко, оставалось вот его и 2 там дошить, наверное, может там бэкстич сделать, может немножко крестиков еще оставалось. Ну, в общем, здесь я достаточно быстро, то есть это один из первых финишей весны у меня. Ну, так растянулся котик, вышивала я его вот с осени. Очень симпатичный сам котеечка, то есть здесь у него и глазки очень очаровательные такие, лапки вот эти сложенные, мне очень нравится, выглядывающий хвостик тоже прелестный. Ну и, конечно, все это в таком магическом антураже тоже очень классно смотрится. Так, основа у меня для этого сюжета, по-моему, Белфаст 32 каунта, получается вот такой он винтажный серый с разводами. Разводы я расположила горизонтально, мне показалось, что так будет лучше смотреться. И что могу сказать, мне очень нравятся схемы Ксении Новиковой, я уже не первый раз их вышиваю, и в принципе они вышиваются очень даже легко, я бы сказала, то есть достаточно продуманные у нее схемы, нет каких-то нелогичных моментов, то есть если какие-то есть где-то одиночки, ну, например, как вот здесь звездочки, то вполне понятно, почему они такие, потому что звездочки, и они, соответственно, стоят отдельно. Где-то каких-то непонятных одиночек нет. Все логично, все хорошо и замечательно вышивается. Бэкстич тоже, он практически всегда счетный, может быть, за каким-то очень редким исключением. И очень тоже такой, при этом создающий тот самый нужный эффект от бэкстича. Поэтому вот здесь у меня как бы никогда никаких вопросов по схемам к Ксении нет. Все очень даже здорово. Здесь бэк в основном вышивается черным и белым цветом. Есть немножечко такого вот бежевого в 2 нити. Но в основном это черный и белый. Давайте немножко вам покажу поближе этого замечательного котика. Ну вот смотрите, какой он хорошенький. Просто прелесть. И очень объемные, глазки у него выглядят очень настоящими. В целом мордочка такая довольно-таки объемно выглядящая. Лапки очаровательно сложенные. Книжка мне тоже безумно нравится. Вот смотрите, я ее так вот поворачиваю, и прям есть ощущение, что это реальная книжка, да, есть эффект такой вот 3D. Очень круто выглядит. Очень-очень-очень. Так что всем рекомендую схемы от Ксении Новиковой. Они прекрасны. Дальше покажу вам вот такой интересный дизайн. Это схема от Sharon Christian Design. И она безумно красивая. Работа получается просто восторг. Я с удовольствием огромным и вышивала эту работу. Очень мне хотелось ее вышить. Опять же, когда я увидела, я честно скажу, увидела не схему, я увидела уже готовую работу по этой схеме. И мне очень понравилось, потому что схема сама выглядит, ну там превью схемы, оно выглядит не так привлекательно из-за того, что бисер, стеклярус, там, конечно же, разглядеть просто нереально. Это все выглядит совсем-совсем иначе вживую, уже в готовой работе. Поэтому здесь нужно ориентироваться на готовый отшив. Но здесь есть такой нюанс. У всех, буквально у каждой рукодельницы эти работы, они получаются разные, потому что у дизайнера нет четко прописанных номеров бисера, например. То есть там указан, например, золотой или бирюзовый или оранжевый. То есть указано направление, в котором нужно смотреть и выбирать. К тому же
Здесь есть еще дополнительные такие элементы. У меня вообще получилось несколько иначе все, потому что я даже цвет, который рекомендовался, тоже заменила, но мне мой результат очень сильно нравится, поэтому я ни о чем не жалею. Давайте тоже вам поближе покажу. Вот так в расфокусе видно, насколько все блестит, правда же? Смотрите, как все переливается, особенно, конечно, стеклярус, но здесь еще и много металлика используется, ниточек, поэтому это тоже такой блеск вот есть от металлика. Красота. Вот такая вот невероятная красотища. Что я здесь заменила? Здесь предлагалось обшить вот эту попону таким лимонного цвета бисером. Ну, то есть, вероятно, он должен был быть что-то вот примерно в этом ключе. Здесь вот крестики вышиты таким зеленым, ярким, с лимонным оттенком цветом. И вот здесь бисер тоже должен был быть таким же. Я нашла такой бисер, у меня он есть, и начала им вышивать, но мне как-то показалось, что не очень здорово это выглядит, и я заменила на золотой бисер. Поэтому у меня здесь два бисера 15 размера, петит золотых. Один идет такой с металлическим вот этим покрытием, абсолютно непрозрачный, и есть прозрачный с прокрашенной такой металлической серебряной, золотой, точнее говоря, серединкой. Они довольно похожи здесь выглядят, и, конечно же, вы через камеру точно не увидите разницы, я думаю, потому что даже я вот вижу ее с трудом. Вот этот, например, вот эти ровные такие линии, они вышиты одним бисером, а вот эти вот внутри вышиты другим бисером. И этот же, который вот здесь вот внутри, им вышивается вот здесь вот узор. Ну, то есть, в общем-то, тоже много его используется. В общем, смотрится все, на мой взгляд, хорошо. И я не жалею, что они настолько похожи друг с другом. Используется вот такой, я выбрала именно вот такой стеклярус такого цвета. Выбрала в тон ему вот эту такую бусину беконус у меня от Сваровски. Вот здесь добавляются крупные бусины. Вот здесь они идут. И вот здесь они тоже используются. Вот тут и вот здесь. Бисер еще есть такой красивый бирюзовый, вот тоже его довольно много. И еще здесь 3 цвета металлика используются. Это такой вот бордовый, у меня это металлик от Гутерман. Вот здесь есть, вот здесь тоже в попоне используется в цветочках. Помимо этого идет еще золотой металлик, тоже вот Гутерман. Им же вышивается вот здесь бэкстич. Не очень его видно, не очень видно узор, который им вышит, но видно блеск. То есть блеск он есть. И жемчужный металлик очень тоже такой красивый. Вот на бивне его, наверное, лучше всего можно увидеть, потому что здесь такой наибольший объем его используется. Он вот здесь вот в ногах тоже, так вот в ногах есть. Но на бивне, наверное, лучше всего его видно. В общем, весь переливается и сверкает, поэтому очень он получается, этот слон, красивый. К тому же я его вышивала еще на такой вот интересной основе. Это основа ручного окрашивания, и она тоже с блеском. Блеск здесь немножечко такой вот сглаженный, как покрытие какое-то. Очень такой интересный цвет основы. Основа у меня от Натальи Гевки, и мне кажется, это тот случай, когда дизайн идеально подошел под основу. Ну или основа под дизайн. Вот такой замечательный слоник у меня теперь есть. Он очень-очень красивый, очень мне нравится. С удовольствием на него любуюсь. Ну что, идем дальше. А дальше покажу вам жабоньку. Вот такую очаровательную милашку. И это завершающий, последний финиш весны. Вот тоже она такая лапонька, такая она хорошенькая. И тоже очень даже 3D-шная. Особенно глаза у нее такие объемные. Это схема от дизайнера Елены Золотухиной. Первый раз я знакомилась с этим дизайнером. И у меня в целом хорошее впечатление. Да, работа была не самой простой.
Я недавно вам об этом видео рассказывала. Там достаточно большой разброс крестиков идет в этом дизайне. То есть нет такого, что ты берешь и прям много-много вышиваешь одним цветом. Цвета очень изрядно так намешаны. Но зато результат очень получается классный. И что касается бэкстича, бэк здесь простой. Он вышивается всего 2 цветами на траве. Используется один цвет, такой зелененький, и сама лягушка, жабонька, обшивается черным цветом, в 2 нити идет бэкстич, и за счет вот этого такой, видимо, объем и получается. В общем, она очень-очень хорошенькая. У меня еще есть одна схема этого дизайнера, и она будет обязательно вышита. Вышивала я на льне. Это у меня основа от австрийской фирмы Ubelhor. Это Лейнен 30-го каунта, и, на мой взгляд, тоже очень даже классно сочетается основа с этим дизайном. Хорошо они друг к другу подошли. Такая вот она просто лапочка прелестная, грустный лягушонок. Ну, как-то у меня много таких вот персонажей, которые очаровательны в своей грусти, наверное, так можно сказать. Вот такие у меня встречаются частенько. Ну и вот такая лапочка, жабонька тоже теперь у меня есть. Просто прелестница. Идем дальше. Я вам забыла сказать, но может быть это и не так важно, что жабонька у меня была полностью вышита весной. Слон ювелирный, примерно 50% в нем было готово уже, и половину я вышила весной. Вот не знаю, насколько для вас это принципиально важно. Снеговик. Снеговик от Ольги Ланкевич. Очень тоже очаровательный и приятный. В данном случае совсем даже не грустный, а веселый, в хорошем настроении персонаж. Улыбается, и очень видно, что он доброжелательно настроен по отношению к тем, кто на него смотрит. Это уже не первая схема от Ольги Ланкевич, и мне нравится вышивать схемы от Ольги. Очень особенно мне нравится вышивать крестиковую часть, потому что она идет очень легко, все очень логично, понятно, удобно. Ну, то есть вот вообще никаких вопросов нет. Даже если большое количество цветов используется, все равно как-то вот все очень приятно и удобно вышивается. Что касается бэкстича, то его может быть просто много, поэтому здесь все зависит от того, насколько вы лояльно или не очень относитесь к бэку. Я к нему в целом отношусь неплохо, и вот в данном случае мне, например, нравится, что у Ольги, как правило, бэкстич он счетный, это удобно, но вот в данном дизайне просто очень много белого бэкстича, который я не очень люблю вышивать. Здесь он вышивается к тому же в 1 и 2 нити. Не все эти линии можно как-то просчитать заранее, то есть нужно внимательно смотреть в схему, иначе не совсем понятно, где тут что будет вышиваться. Ну, например, рисунок на вот этом вот шарфе или какие-нибудь прожилки на листочках более-менее. Но вот что касается шарфа, здесь, конечно, посложнее. Вот эти снежинки тоже довольно заморочистые. Вот не знаю, насколько. Мне кажется, снежинки, они в схеме смотрятся лучше, чем вот в итоговом исполнении. Возможно, в моем. Возможно, у кого-то они получаются лучше. Ягодки очень симпатичные. Здесь есть французские узелки. Французские узелки вышиваются на ягодках, такие вот беленькие, и есть желтые французские узелки в серединках вот этих цветочков. Ну вот, в целом такая вот прелесть получается. Вот этот бэк мне очень нравился, и в процессе нравился, и как он выглядит тоже мне нравится. Очень здорово, вот эти вообще веточки проработаны, и мне нравится, что там проглядывает как будто вот этот вот снежок. Это белые крестики вышиты, а уже поверх идет бэк в 2 нити 2 оттенками зеленого, и такие прям пушистые, тоже объемные веточки получаются. Очень-очень классно это смотрится. Сам снеговичок тоже такой вот лапочка очаровательный. Вот. И, в общем, просто прелесть, просто прелесть. Этот сюжет я вышивала тоже на австрийской основе, Ubelhor. В данном случае это Моника 28-го, извиняюсь, каунта. Цвет 27016. Он такой вот
бежевенький, кремовый, чуть-чуть с такой небольшой розовинкой. Очень приятный оттенок, и мне кажется, тоже сочетание получилось весьма и весьма удачное. Так что я рада этому снеговичку. Я хочу его как-нибудь немножечко оформить, может быть, в прикладное что-то, ну, а может быть и в рамочку где-нибудь к Новому году, чтобы зимой он у меня стоял на полочке и смотрел на меня, улыбаясь. Ну и еще один финиш, 7-й, завершающий на сегодня финиш весны. Это вот замечательная дама с кошкой от Немюэ. Просто прекрасная девушка, очень такая непростая. Дамочку я начала вышивать, наверное, я начала вышивать ее осенью, точно не помню. На начало весны она у меня была готова примерно на 67%, то есть 2/3 было готово, и вроде бы дошить здесь уже оставалось немножко. Вообще она выглядит как достаточно небольшая, такая необъемная. То есть вот если с ладошкой сравнить, ну вот как-то вот так, да, то есть она не сказать, что прям сильно уж крупная. Но дело в том, что она очень и очень сложная. Если вы смотрели мои видео, вы об этом знаете, я не раз рассказывала. Здесь огромное количество используется узких крестиков. Если вы знаете про такие, часто их использует фирма Heritage. Это когда в пол клеточки идет крестик, вертикальный или горизонтальный. Здесь в основном используются вертикальные, но горизонтальные тоже встречаются. Также встречается вот это вот маленький кусочек, когда четвертинка крестика. То есть такого здесь просто очень-очень много. В основном все эти недокрестики используются в платье. Вот здесь тоже вот в этом... как сказать, в этих полосках, да, которые идут по краю рукава. Ну и, собственно, и в самом платье. Вот даже можно увидеть, вот здесь такая тонкая идет линия, потому что это все идет шириной в полкрестика, например, линия. Ну и темную ее хотя бы хорошо видно, но более светлые линии, они тут тоже примерно так же расположены. Давайте я вам покажу поближе, чтобы, может быть, будет лучше понятно, о чем я говорю. То есть, например, вот такая узенькая вот здесь вот линия идет. Это вот как раз шириной в полкрестика. Ну и они там еще переплетаются, конечно, так очень разнообразно. Когда вот я вышивала вот эту часть, низ платья, там вот как раз горизонтальные встречались такие узкие крестики. Ну а вот в самом платье по большей части вертикальные. Также 1/4 крестика и 3/4 крестика тоже здесь встречаются. И самое... наверное, легкая часть работы это были волосы. Особенно, что касается крестиков, потому что они вышивались очень легко. Бэк здесь, видите, здорово на самом деле сделаны волосы, но, что интересно, бэк здесь идет по волосам вот именно по краю, что как раз создает вот это вот ощущение реальных волос, а не какого-то монолитного парика. Поэтому очень здесь здорово смотрятся волосы. Здесь 2 цвета бэк-стича идет, насколько я помню, по волосам. По самой девушке бэк тоже вышивается, причем разными цветами, не весь его видно, но он и есть. Внизу у нас идет зеленым цветом такая вот травушка. И, конечно же, тут у нас есть еще и котик. Котик с синими усами, смешной, в чем-то прелестный, черный. Вышивался он относительно легко, то есть по сравнению с самой девушкой котик вышивается проще. Здесь в этой работе используется нитка шелковая, но она в чистом виде используется только вот в глазах и носике у кота. В остальных случаях она идет в сочетании с другой ниткой хлопковой в нескольких вариантах и используется вот здесь, то есть по низу платья, и вот по краю рукавов вот эти вот линии, полосы, тесьма, да, вышивается тоже с помощью вот этой вот шелковой нитки, которая идет именно в блендах. Вот здесь тоже. И птичка. Птичка, кстати, вышивается без использования шелковой нитки, здесь только хлопок. Помимо всего вот вышесказанного, еще из интересного это то, что лицо и руки вышиваются петитом. И это, ну, не самая простая задача, тем более, что
что получается, приходится вышивать светлым по светлому, а это, в принципе, мне кажется, многие вышивальщицы не любят вышивать, например, белым по белому или там бежевым по бежевому, а здесь это еще и петит, то есть это очень мелко, соответственно, это непросто. Но, тем не менее, результат, мне кажется, получился очень даже приятный. Личико очаровательное и мне нравится. Ну и, как вы видите, волосы украшены бисером, вот такими бисерными цветочками. Вышиваются, делаются они, не сказать, что слишком сложно, но вот сделать их именно так, чтобы они оставались цветочками, а не намеревались схлопнуться в что-то непонятное, для этого приходится приложить некоторое количество усилий. Но в итоге тоже получается красиво. Вот такой дизайн у меня завершился. У меня это был именно набор, то есть я вышивала по набору, и основа, соответственно, тоже была из набора. Основа здесь Belfast от Zweigart, лен, но вот цвет я, к сожалению, вам не подскажу. Так, ну что, с финишами мы закончили. Теперь продвижение за весну. Я хочу показать вам. Мне понравилось, как я делала в прошлый раз, когда подводила итоги там за зимние месяцы. И поэтому сейчас хочу сделать так же. Начну с продвижения самого маленького, которое у меня было на процессе за эту весну, и будем идти в сторону увеличения. Я покажу сегодня вам все свои процессы, потому что я их все вышиваю. У меня нет забытых, у меня нет каких-то долгостроев, поэтому сегодня будут буквально все процессы, которые сейчас у меня есть. И первый сюжет, который я вам покажу, это дизайн от фирмы Анкор, старенький, уже раритетный дизайн. Это вот такой замечательный слон. Я очень хотела его вышить, и я его начала этой весной. То есть у меня был именно старт этой работы весной. Вышила я здесь 1669 крестиков, и это всего 5%, ну 5,9% от всей работы. Вот так пока выглядит мой слон. Здесь мы можем увидеть хобот и вот эту вот ногу слона, да, вот эта вот часть у меня вышита, хобот и нога. Ну, даже не вышитые, а начатые. Я начала вышивать эту работу из центра и пошла вниз. Вот таким образом у меня получилась именно вот эта часть охвачена. Дальше я буду продолжать вышивать уже вот сюда, пошла немножко, и, наверное, как-то буду сразу целиком вышивать вот эту нижнюю часть слона. Верхнюю, к сожалению, не смогу, для этого нужно раму будет переставлять, поэтому в ближайшее время, если я буду брать эту работу, я буду сосредоточена именно на самом слоне, на вот этой его части. Буду вышивать ноги, ну и дошивать тоже хобот, он еще не полностью вышит. Может быть, и бивни тоже вышьются со временем, потому что вот здесь вот уже один наметился, да, то есть вот здесь он уже появляется. И это было самое маленькое продвижение в процессе за весну, то есть меньше 2000 крестиков. Следующий дизайн, который я вам покажу, он у меня был начат раньше, он у меня был начат зимой, и поэтому давайте я вам покажу, как он у меня выглядел на начало весны. Это дизайн от Совиного леса, имбирные снеговики называется, и я тоже немного продвинула этот сюжет за весну, но, знаете, в принципе, зимний сюжет не то чтобы очень уж как-то тянет его вышивать весной, но если вот так получалось, у меня всякие игры там и все прочее, то я его вышивала. Продвинула я его на 2500 крестиков, и теперь он выглядит вот так. Как вы видите, вот эта часть часов у меня уже была готова ранее, и получается все, что вне часов, оно, собственно, вышилось как раз весной. Вот эти два снеговика у меня появились, мешок, вот эти тоже прянички, элементы появились. Двоечка здесь в кружочке образовалась, здесь будет вышит год. Год будет вышит, видимо, 2025, если я успею закончить в этом году, либо 2026, если я не успею в этом году это сделать и завершить
вышивать буду в следующем. Вот здесь у меня такое продвижение, в принципе, тоже неплохо. Получается, с 37% до 51% я продвинула. В общем-то, половина работы у меня уже есть, поэтому все-таки я надеюсь, что я успею в этом году закончить эту вышивку. Она, в общем-то, продвигается хорошо, когда за нее берешься, и особых каких-то трудностей, сложностей из ней нет. У меня здесь основа – это пермин по ключу, по-моему, какой-то там винный цвет, не помню, как он точно называется, но вот что-то такое. Он такой красно-коричневый, да, то есть какой-то и не бордовый, и не коричневый, что-то среднее. Хорошо, в принципе, сочетается с дизайном, хотя здесь у меня есть, конечно, вопросики, особенно вот по поводу этих цифр, немножечко они невнятные. С одной стороны, я понимаю, что да, хотела сделать их какими-то интересными, разнообразными, но как-то они не очень хорошо читаются, не очень хорошо выделяются. Но в целом вроде все выглядит довольно-таки неплохо. И это вот слон, имбирные снеговики, это сюжеты, которым вот прям немножко досталось моего внимания, а дальше уже пойдут работы, которые прям посерьезнее продвинулись. То есть дальше у нас уже идет категория 4000+, то есть работы, в которых вышито более 4000 крестиков. И первым я вам покажу Ягусину весну. Это был старт этой весны. Вот такая замечательная барышня Ягуся с котом, с букетом мимозы у меня начала вышиваться в марте, наверное. По-моему, я все там стартовала в марте. Вот такая красотка. Готова у меня пока не так много. До самой Ягуси я не добралась, пока я вышиваю только то, что расположено вокруг, рамочку, ну, в общем, как вы видите, да, деревья, полянка, вот это вот все. Начала я вышивать с верхнего левого угла, потому что именно здесь стояла меточка для старта, то есть откуда нужно начинать, а здесь важно начать определенным образом, чтобы это все совпало с напечатанным фоном, и оттуда я уже начала продвигаться. Сначала вышила вот этот уголок с деревом, потом пошла вот сюда, спустилась вниз, теперь вышиваю полянку и планирую как бы завершить вот эту вот полянку и рамочку с этой стороны, а потом уже доберусь до главной героини, или точнее говоря, героев, потому что там все-таки и бабуся, и кот, мне кажется, они, ну, практически равнозначны. Поэтому вот здесь такой план. Вышивка выполняется на 18-й аиде, вот с напечатанным фоном. Мне не очень нравится основа, тоже постоянно говорю об этом видео. Это гаммовская основа, и если к ниткам гаммы я отношусь хорошо, то аида от гаммы меня не слишком радует, тем более 18-я аида. Нитки здесь сборная там какая-то история, то есть здесь вроде как часть ниток DMC, часть ниток гамма, по-моему, если я правильно помню. Но в целом мне все нравится. По ниткам вообще все хорошо. Очень приятные, классные, все идеально получается. В крестики укладываются тоже неплохо, несмотря на то, что это 18-й каунт, а на нем мне как-то не особенно обычно мои крестики нравятся. Ну, в общем, все хорошо. Вот здесь у нас идет полукрест в одну нитку, тоже получается он выглядит неплохо. Ну и вообще, когда смотришь на то, что происходит, да, появляется на основе, мне вот результат нравится. Вот, к сожалению, только не очень нравится основа. Она жесткая, я люблю основу помягче, и она немножечко такая цеплючая, вот как бы за нее как будто цепляется. Например, когда я вышиваю блендом, я делю нитку пополам, потому что если взять длинную, она сильно-сильно истрепится за то время, пока ей работаешь. Поэтому вот основа меня радует не очень. Ну, а все остальное очень даже приятно. С нуля, как я уже сказала, начала я эту работу, и готова у меня уже примерно четверть. Так вот мы с ней потихонечку продвигаемся, но здесь же еще в чем интерес? В том, что здесь помимо крестиков очень много всякого разного любопытного. Здесь, во-первых, бисер. Это будет пришиваться позже, и он идет по рамочке, он, по-моему, тоже используется в мимозе. Ну, где-то еще тут бисер есть. Во-вторых, здесь будет много французских узелков. Потом здесь есть пришивные элементы. Это пряжка, пуговицы, заплатка. Здесь очень интересно делаются вот эти вот
подвесы у качелей. Есть вот такая керамическая, не керамическая, наверное, скорее, наверное, из полимерной глины, вот такая вот пуговица, ну, в общем, декоративная пуговица. Есть еще и интересные нитки для вот тех же качелей, например, или вот здесь для того, чтобы сделать гнездо, там тоже используются очень такие любопытные ниточки. Поэтому до всего этого, конечно же, очень хочется добраться, но перед этим нужно вышить основную часть, основные крестики, и здесь работы, в общем-то, предстоит еще немало. Из-за того, что вышивка на 18-м каунте выполняется, она у меня идет не очень быстро. Ну, может, не только поэтому, здесь, в общем-то, нужно и внимание, и довольно много цветов используется, редко какие-то участки идут прям быстренько. Как-то оно вот так постепенно, потихонечку идет, но продвигается, и это замечательно. Не помню, сказала я или нет, 4200 крестиков у меня вот вышито. Это та часть, собственно, вышитая, которую вы видите. Следующий сюжет в категории 4000+, это жирафы от Анкор. Сейчас я вам показываю то, как они выглядели у меня на начало весны. На самом деле дизайн называется «Закат в саванне». Это старенький сюжет от Анкор. Вышиваю я его подбором по электронной схеме, ну, собственно, ниточками Анкор, поэтому все, в общем-то, по ключу. Вот так они у меня выглядели. Прибавила я за весну в них 4900 крестиков, то есть немножко до 5000 не добралась. И теперь они выглядят вот так. Вот такая красота у меня уже тут получается. Ну, я думаю, во-первых, очевидно, что прибавился еще один жираф. Во-вторых, тоже, вероятно, очевидно, что добавилось небо ощутимо. Ну и может быть менее очевидно, но тем не менее это тоже большая часть работы. Я вышила бэкстич на вот этих вот зебрах. На вот этой нижней части я вышила траву, а здесь много разных оттенков в траве. И немножко начала делать бэк на жирафах. Ну, здесь полностью на них пока еще не сделаешь, нужно небо вышить. Но вот эта вот часть у меня уже, можно сказать, готова. И я этому очень рада, потому что у фирмы Анкор бэк это прям испытание. Я знаю, какой у них бэкстич. Я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. И, ну, как бы готова, да, к этому. Но все равно, конечно, каждый раз приходится немножко так себя настраивать, и вот такое преодоление некое есть. Поэтому, несмотря на то, что, может быть, по крестикам и процентам это продвижение не так глобально, я считаю, что я выполнила самую сложную часть. Потому что, во-первых, у меня вышиты сами жирафы, в которых очень-очень и очень просто невероятно много, 3/4 крестиков. Давайте я вам поближе покажу. Вдруг кто-то смотрит мои видео впервые и не знают, я так вот немножечко останавливаюсь на каждой работе, потому что мне кажется, что такие видео смотрят часто люди, которые не смотрят еженедельные видео, соответственно, не знают, да, подробностей. Поэтому можно немножечко остановиться. Вот эти жирафы, в них огромнейшее количество 3/4 крестиков. Далеко не первая моя работа, в которой используются 3/4 крестики, но когда их там, не знаю, порядка 50-100 штук на работу, я даже могу забыть об этом рассказать, потому что это как бы ни о чем. Но вот здесь просто чуть ли не полностью все жирафы состоят из 3/4 крестиков. Ладно, не полностью, но наполовину точно. Поэтому здесь их просто огромнейшее количество. И это, конечно, было непросто. Помимо этого зебры. Зебры тоже, во-первых, вышиваются в том числе с использованием всяких 3/4 крестиков, а во-вторых, на них бэкстич это просто он убийственный. Это невероятный бэк, там очень-очень много, то есть все вот эти полосочки, они вышиты именно с помощью бэкстича. Очень много стежочков, которые идут в пол клеточки, там по диагонали, по горизонтали, по вертикали. Ну, в общем, вот это в пол клеточки такие махонькие, мизерные стежочки. Их на зебрах невероятное количество. Ну, а что касается травы, здесь, конечно, попроще, потому что все-таки стежки можно делать более длинными. Но из-за того, что все это так достаточно хаотично, разноцветно, и здесь бэкстич совершенно несчетный, то приходится все-таки напрягаться, чтобы понять, куда там чего, как воткнуть иголку. Ну, в общем, такая задача не из самых простых. И так как я это все сделала, я считаю, что самое сложное
самое сложное в этой работе у меня уже готово. Да, мне еще предстоит делать бэк на самих жирафах, но это будет уже значительно проще. Тоже, конечно же, наверняка он здесь несчетный, тоже где-то не совсем, может быть, будет понятный, но его все равно уже и поменьше, и он будет легче. Ну и что касается неба, здесь, как вы видите, оно вышивается вот таким образом. Есть немножко креста, белый крестик идет, но в основном это полукрест в 2 нити в небе. Небо у нас вышивается полукрестом в 2 нити, поэтому думаю, что с ним особых каких-то трудностей быть не должно. В этой части будет еще довольно такое большое дерево, но оно уже вышивается легко. Это по сравнению вот с самими животными просто отдыхалочка. Поэтому здесь уже сложностей никаких быть не должно. В процентах у меня работа подросла с 50 до 68%, и я считаю, что вот теперь мне осталось треть сюжета осталось вышить, но эта треть будет самая простая. Так, теперь переходим к следующей группе моих процессов. Это будет у нас категория 5000+. И это самая большая группа процессов, целых 4 работы у меня здесь. Начнем мы тоже со старта весеннего, даже получается с 2 весенних стартов. Работы, которые у меня начались именно весной и успели продвинуться на 5 с лишним тысяч крестиков. Первый сюжет – это «Весна в Париже» от фирмы РТО. И мне очень нравится этот сюжет. Название «Весна в Париже», естественно, говорит нам о том, что когда вышивать эту работу, как не весной, ну, хотя бы начинать. Поэтому я ее и начала именно весной. И на данный момент у меня готова вот такая часть, и это уже 5061 крестик, и 20% у меня здесь готово. Как вы, наверное, догадываетесь, начала я в данном случае с нижнего левого угла, и получается, что вышивала в основном вот этот участок стены, да, вот здесь вот этот участок стены, примерно вот так вот середина идет, ну вот, собственно, середина у меня отмечена вот здесь, я чуть-чуть перебралась за вот эту середину. И совсем немножко я пошла вышивать вот тут уже сюда, это платье девушки и цветочек, который у нее в руке расположен. Совсем чуть-чуть уже начала вышивать полукрест, но это прям капелюшечка такая, но здесь полукрест, он идет вот так сконцентрированно, именно вот эта полоска, как бы окно, через которое они смотрят, вот эта пара замечательно смотрит на Эйфелеву башню. Вот такой процесс. Вышивается он на 14-й аиде. Все у меня по набору. Здесь исключительно нитки, в данном случае у нас DMC. И все вышивается просто прекрасно. Я немножко переживала из-за того, что цвета здесь такие, ну, какие-то непонятные, да, такие серенькие, какие-то грязненькие местами. И боялась, что мне будет скучно вышивать, особенно вот эту вот часть. Но, как оказалось, вот буквально с первых крестиков мне настолько понравилось. Первым цветом, который я взяла, это был бленд, темно-серый и светло-серый сочетались. И вот начала им вышивать, и мне просто безумно понравилось. Мне не хотелось от этой работы отрываться. И каждый раз я беру ее с огромным удовольствием. Она вышивается очень легко. Здесь такими большими кусочками, цветовыми пятнами идет работа. И это, ну, достаточно быстро получается. Никаких сложностей нет. В общем, просто одно удовольствие вышивать этот сюжет. Мне очень нравится, и я буду и дальше тоже его продолжать вышивать, также с огромным удовольствием. Ну и вот уже получается, что 5-я часть работы у меня готова. Это меня, конечно же, очень даже радует. И мне нравится здесь вот это вот сердечко, которое у меня расположено на этой работе. Мне кажется, очень оно подходит к этому сюжету. Ну что ж, идем дальше. Дальше был еще один старт весны, и в нем тоже вышито более 5000 крестиков. Это опять дизайн от Совиного леса. Называется он «Ночные трели янтарных птиц». Здесь готово уже 5137 крестиков у меня вышито, и это 42% работы. Хотелось бы, конечно, может еще даже, чтобы больше продвинулось, но мне кажется, тоже очень замечательное продвижение. Этот сюжет я начала вышивать из центра, вышивая его на черной основе, это у меня Belfast, 32-й каунт, естественно. Начала вышивать из центра, и вот это вот центральный элемент идет. А дальше сюжет от него идет симметрично. И сейчас я вышиваю левую часть, уже довольно-таки близка к краю, то есть буквально
буквально здесь еще немножечко, вот сколько у меня тут видно пустого пространства, вот сюда уже должно все войти оставшееся. И потом я буду передвигаться в правую часть, повторять все то же самое симметрично. Вышивается эта работа ниточками ручного окрашивания с переходами. Я не очень люблю нитки от совиного леса, точнее говоря, нитки DMC вроде бы это хорошо, но тоже я не в большом восторге, и они достаточно дорогие. Нитки ПНК мне категорически не нравятся, просто вот совсем. Очень редко я ими вышиваю и в каких-то исключительных случаях. Поэтому у меня нитки от группы Кудесница, они покрашены очень близко к тому, как предлагает совиный лес, и это ниточки Гамма. Вот ими мне вышивать комфортно, приятно, и я получаю удовольствие. Они меня устраивают и по качеству, и по цене. Поэтому здесь у меня именно вот под этот дизайн я заказывала нитки в Кудеснице. Ну, собственно, с имбирными снеговиками все было то же самое. Просто я там как-то забыла про нитки сказать, но там та же самая история. Вот очень ярко, красиво получается, прелестный дизайн. У меня еще есть дизайн из этой серии с аметистовыми птичками, и я тоже буду его вышивать, потому что мне очень нравится вот этот результат. Я уверена, что и до других птиц я тоже доберусь. Вот. Немножко, может быть, чуть-чуть осложняет работу то, что это черная основа Belfast, не всегда на нем очень уж так комфортно и приятно вышивать. Не, вообще на Белфасте мне приятно вышивать, но именно то, что он черный, не всегда я его прям хорошо вижу. Ну, хотя вроде бы в последнее время нормально. Был какой-то эпизод, когда что-то у меня тяжело работа шла, но в основном как-то все хорошо. Все хорошо вышивается и получается красиво, ярко, тоже такая очень даже весенняя работа. Теперь посмотрим на сюжеты, которые у меня продвинулись также хорошо, но которые были начаты. И сейчас я вам покажу. Покажу я вам Longdog. Это Longdog Pandemic. Здесь я вам, к сожалению, не смогу показать, как у меня работа выглядела, потому что я вышивала вообще в другой части. Работа очень большая. Я вышивала совсем другую часть. Сейчас, наверное, найду фотографию, покажу вам, как у меня вот эта нижняя часть вышитая выглядела. Но это уже плюс какое-то количество крестиков весной произошло. После того, как вот эту часть, этот кусочек я вышила, я перешла снова вышивать влево, и вот сейчас у меня такое основательное продвижение получилось вот здесь. Поэтому скажу в цифрах, что продвинула я работу на 5350 крестиков за весну, и с 25% добралась до 30%. То есть, ну, не так, чтобы сильно много по процентам, но все же продвижение есть, и меня оно радует, потому что по поводу этой работы я не ставлю себе каких-то четких планов, и у меня нет даты, когда я должна эту работу закончить. Ну, то есть я понимаю, что я буду ее вышивать долго. Но для меня важно, чтобы она вышивалась, чтобы она не забрасывалась, поэтому я для себя установила такую минимальную норму, что в месяц она у меня должна хотя бы на 1000 крестиков продвинуться. Учитывая то, что она у меня за 3 месяца продвинулась на 5500 крестиков, ну, почти, ладно, то это уже очень даже хорошо, это больше моего ожидаемого продвижения, поэтому все здорово, я довольна. И еще одна работа, это дизайн от фирмы «Золотые ручки», «Северная сказка». Давайте посмотрим, как у меня работа выглядела на начало весны. На начало весны у меня было готово 46% здесь. За весну я прибавила 5500 крестиков, 5600 практически. И теперь работа выглядит вот так. Обратили внимание, насколько ярче она стала выглядеть, да? Какой она была бледненькой у меня в начале весны и как она заиграла уже сейчас. Хотя вроде бы продвижение не сказать, что такое уж глобальное. Но как раз добавились яркие краски, красный, синий, добавился зеленый тоже цвет и бэкстич. Бэкстич тоже здесь уже начал появляться, еще не полностью, на этой даже части он вышит, но все равно уже начал появляться. Поэтому здесь тоже
такое продвижение это, в общем-то, заметное. 59% у меня готово уже здесь, в этом сюжете. Вышиваю все полностью по набору от золотых ручек. То есть здесь у меня в наборе была 16-я Аида от фирмы Zweigart, такого очень приятного голубого оттенка. Нитки у них, опять же, разные. У них там есть DMC, есть гамма, есть нитки гамма Cloud, которые у нас начесываются, получаются вот такие вот пушистики. Ну вот здесь вот я уже немножко начесала все-таки, так вот по чуть-чуть начесала. Не знаю, наверное, еще надо подначесать, чтобы было еще попушистее. Хотя уже тоже смотрится прикольно. Интересно, через камеру видно, и мне непонятно, видно или не видно, что ниточки такие уже распушенные получаются. Вот. Красивая работа, интересная. Здесь тоже какие-то разные и техники используются, и вот ниточки разные используются. В общем, поэтому вышивать эту работу интересно. Делаю это, ну, в общем-то, с удовольствием, хотя бэкстич мне не очень нравится здесь вышивать. То есть вот сейчас я занимаюсь бэком, и это не самая приятная история. Ничего вроде бы и сложного-то в нем нет, но как-то почему-то не очень хочется. А вот что касается крестиков, очень хорошо у меня шились здесь и елки, и платья девушки, несмотря на вот эти вот бледные такие оттенки. И полукрест здесь очень хорошо, приятно вышивается. Ну, в общем, в целом работа идет хорошо. Так что это тоже работа, которая у меня продвинулась за весну, я считаю, очень неплохо, особенно учитывая то, что это тоже такой, в общем-то, зимний скорее сюжет, поэтому не самый вроде бы подходящий период для его продвижения. Ну что, теперь мы переходим к лидерам весны, в которых просто максимальное количество крестиков, ну как для меня максимальное, да, среди других процессов, вышито было за весну. И второе место у нас занимает Баба Яга. Баба Яга от фирмы Панна. Вот такая вот бабушка, суровая женщина. Очень интересное исполнение, очень она мне нравится, как ни странно. Я знаю, что здесь, как правило, люди делятся на две категории: тем, кому нравится этот сюжет, и тем, кому не нравится этот сюжет. Как-то средненько к нему редко кто относится. Ну, у меня такое впечатление. Что вам сказать? Давайте посмотрим, как у меня выглядела бабушка на начало весны. В ней было готово 52%. После этого я как раз, видимо, вот эту вот картинку зафиксировала и раму переставила. Поэтому сейчас нижнюю часть вы не видите, но вы видите то, что я вышила дальше. С 52% я довела работу до 64%, и это значит, что здесь прибавилось 7400 крестиков. Мне кажется, очень хороший результат. Очень меня это порадовало, когда я увидела, что такое продвижение у меня получилось за весну. И я уже почти что оформила саму бабушку. То есть здесь уже вот ее платье, все этот наряд вышит. Последнее, чем я занималась, это вот ее лицо, рука. Они вышиваются петитом, поэтому такая работа немножечко посложнее. Также здесь у нее еще выполняется вот это ожерелье петитом и серьги. Вот они у меня немного не дошиты. А лицо и рука уже вышиты крестики полностью, но пока она выглядит вот так неприглядно, скажем честно. Давайте вам поближе покажу. Хотя, может быть, лучше смотреть на это издалека. Не хватает здесь, конечно же, бэка. Да, бэкстич, он преобразит бабушку, я уверена. Но для этого мне нужно закончить хотя бы вышивать петит вот здесь внутри, чтобы можно было сделать бэк на ее лице и вот этой вот части. Я вышиваю эту работу, то есть здесь я основу поменяла. В наборе была Мурана от Zweigart, и, в принципе, основа хорошая, но когда я увидела, что здесь вышивка выполняется петитом, я решила, что мне нужна основа покрупнее. Петит все-таки вышивать, ну, для меня несколько сложнее, и мне кажется, на Мурана крестики вот петитные, они укладываются хуже, получаются менее симпатичными, а здесь прям ровненько-ровненько ложатся. К тому же здесь есть петиты, которые вышиваются блендом, когда нижняя часть полукреста идет одним цветом, а верхняя часть другим. И вот, на мой взгляд, на такой основе, как Мурана,
это настолько все мелкое, что нижняя часть полукрестика, она, в общем-то, и не просвечивает. То есть я не очень уверена в том, что там этот эффект как-то вообще заметен. А все-таки вот на моей основе у меня это Линда 27-го каунта от Zweigart. Здесь, мне кажется, вот этот эффект как раз как-то лучше работает, ну, может быть, и не лучше, не знаю. Ну, в общем, мне нравится, по крайней мере, вышивать. Никаких трудностей у меня с этой работой нет. И вышивается все замечательно, легко, просто приятно. Я всегда с огромным удовольствием вышиваю эту работу. Здесь очень классные тоже бленды такие симпатичные. В целом и крестики вышиваются легко. Есть участки довольно большие, которые вышиваются одним цветом. Ну и даже там, где это как-то намешано, все тоже вышивается очень даже славненько. Поэтому я таким результатом своим за весну очень довольна. И надеюсь, что мы с бабушкой будем и дальше двигаться в таком же хорошем темпе. Ну и наш лидер, первое место. Первое место у нас занимает венок от Dimensions. И очень хорошее в нем продвижение. Давайте посмотрим, как он у меня выглядел на начало весны. В нем было готово всего 18%. Тоже, в принципе, да, неплохо. Я его начинала 1 января, и это тот сюжет, который я хочу закончить в течение этого года. И за весну он у меня очень хорошо подрос. Готово здесь сейчас 42%. Прибавилось 8300 крестиков, и теперь работа выглядит вот так. Ну, вы видите, да, какая большая часть прибавилась, как здорово все это смотрится. Для тех, кто смотрит мои субботние видео, прямо спойлер получился. Тоже, наверное, обратили внимание, что здесь кое-что изменилось. Я как раз вышивала эту работу именно в последние денечки мая, поэтому она еще продвинулась. Но что сказать? Все хорошо, все вышивается прекрасно, но я здесь заменила основу. У фирмы Dimensions в наборе идет 18-я Аида, и мне не нравится вышивать на их 18-й Аиде. Ну вот, я не люблю. Поэтому я решила заменить основу. В данном случае это у меня лен 35-го каунта от фирмы Ubelhor. И вот сочетание этих ниточек, сочетание этого сюжета с этим льном мне нравится и устраивает меня полностью. Вышивка здесь, в отличие от большинства сюжетов Dimensions, выполняется, во-первых, только крестиком, исключительно здесь нет полукреста абсолютно, и крестики идут в основном в 2 нити, все, что на веночке, и вот эти вот буковки, они вышиваются в 1 ниточку. То есть самый, наверное, простой в плане использования техник сюжет от Dimensions из тех, которые я видела. Обычно все-таки у них и полукрест в разное количество там сложений, еще там французские узелки, Lazy Daisy, то есть много всего у Dimensions бывает. Всякие выкладные нити, коучинг и все прочее. А здесь вот крестик в 2 нити, крестик в 1 нитку и бэк. Все. Больше ничего. Мне нравится вот эта часть с бэкстичем очень сильно. Часть без бэкстича мне пока нравится не настолько сильно, но я уверена, что когда бэк сделает свое важное дело, она тоже преобразится и получится все очень даже круто. Вот такой итог у меня за весну. И я чуть не забыла про 2 еще работы завершенные, которые у меня были весной. Они почему-то, я их никуда себе не внесла. Я их вышивала, когда была в поездке, поэтому как-то вот не зафиксировала их нигде и едва про них не забыла. И это вот такая вот лошадка от Оксаны Ершовой. Очень миленькая, прелестная работа, вышивка на деревянной основе, вышивается все очень легко. Здесь вышивка нитками и контур немножечко тут еще внутри добавляется бисера. В общем, все очень просто легко. Заготовочка для обратной стороны тоже в наборе. Симпатичный и приятный такой вот процесс был. И вот такой сюжет. Это закладка от фирмы Neocraft с таким вот леопардом.
прекрасном. Тоже вышивалась очень легко, очень просто. Вышивка выполняется на эко-коже. И я вышивала вот прямо на руках, то есть без использования каких-то дополнительных вспомогательных средств. Думала, что буду вышивать на магнитных пяльцах. Ну, как-то вот начала вот здесь с уголочка. Здесь неудобно было фиксировать, поэтому начала с уголочка вышивать крестики. И как-то пошло-пошло. И, в общем, так вот я и вышила просто на руках. Здесь есть бэкстич немножечко, потом закладочка вот так вот сшивается по периметру, и получается такая вот прелестная вещица. Вот, ну как же я... Хорошо, что я вспомнила про эти сюжеты. Получается, что за всю весну я вышила более 70 тысяч крестиков. Ну, с учетом, наверное, вот этого где-то 72 примерно получится тысячи крестиков. Но для меня результат очень даже хороший. Так, я вам рассказала про все свои итоги. Давайте теперь поговорим про планы. Про планы будет быстренько, поэтому я, наверное, все-таки отдельное видео снимать не хочу. Давайте сейчас и расскажу вам про планы. Итак, из начатого, из того, что у меня уже есть. У меня есть тоже планы по некоторым сюжетам. Я бы хотела 2 работы закончить. Больше я, к сожалению, запланировать не могу, потому что все дизайны, которые у меня сейчас находятся в процессах, они, ну, еще довольно-таки далеки от финиша. Поэтому я выбираю те 2 сюжета, которые максимально к нему близки, но даже в них мне еще придется основательно потрудиться. И это мои жирафы от фирмы Анкор и вот эти вот птицы от Совиного леса, янтарные птички. Вот из начатого я планирую закончить только их, больше ничего на завершение летом у меня не будет. Ну, думаю, что просто нереально будет еще что-либо закончить. Поэтому вот эти 2 работы мы будем вести к финишу. Также у меня есть 2 сюжета, по которым определенные планы, ну, хотя бы какие-то у меня есть. Например, вот Long Dog, как я вам говорила, мне хочется, чтобы он у меня не забрасывался, не оставался без внимания, поэтому 1000 крестиков в месяц здесь прибавляться должна. Соответственно, за лето в нем должно прибавиться 3000 крестиков минимум. Если будет 5000, как получилось за весну, я буду очень рада, потому что 5000 это значит, что 5% у меня тоже прибавится, и это будет меня очень даже радовать. Поэтому вот здесь у меня план такой, не слишком большой, но тем не менее план, чтобы не забросить эту работу. И еще один сюжет, по которому тоже есть план, уже более основательный, это Dimensions, венок всех сезонов. Здесь у меня план более серьезный. Я хочу закончить эту работу в течение этого года, а значит, здесь нужно более интенсивно продвигать сюжет. И несмотря на то, что за весну у меня работа продвинулась более чем на 8000 крестиков, за лето мне хочется продвинуть ее еще больше, как минимум на 9000 крестиков. То есть тогда я буду идти в графике, и у меня есть хорошие шансы завершить эту работу в 2025 году. Поэтому вот 9000 крестиков, 3000 за каждый месяц, здесь должно быть продвижение. Так, это работы, по которым у меня есть прям основательные планы. Дальше я хочу попробовать новый формат, и я думала о том, чтобы просто завести какой-то основной процесс, ну то есть брать какую-то работу и вести его прям целенаправленно к финишу. Но у меня, конечно, есть вот этот сюжет, можно было бы его брать, но, в общем-то, мне больше нравится как-то чередовать работы, поэтому я думала и решила, что я хочу ввести рулетку с основными процессами. То есть у меня в этой рулетке будет 3 сюжета, и я каждую неделю буду крутить рулетку, соответственно, и выбирать один из них. То есть они будут продвигаться быстрее, у них больше шансов на продвижение, чем у других работ. Мне кажется, это здорово. Я выбрала несколько сюжетов для этой цели и попросила девочек на Бусте проголосовать, выбрать вот эти 3, которые у меня таки будут продвигаться наиболее активно. Получилось так, что прям лидеров оказалось 2, не 3, а 2. Давайте я вам сначала их покажу. Ну, собственно, это вот как раз венок от Dimensions. Вот он попадает у нас в основные процессы. Баба Яга. Баба Яга
тоже у нее будут хорошие шансы на продвижение, она тоже будет вот в этой рулетке среди 3 других работ. Были и другие варианты, там, значит, что-то у нас отмелось, вот следующие за вот этими 2 сюжетами одинаковое количество голосов набрали 3 дизайна, и я решила, что я выберу из них случайным образом. Какие это сюжеты были. Это жирафы от Анкор, это Ягусина весна от Золотых ручек и Совиный лес, янтарные птицы. Вот что-то из них я добавлю в эту тройку. Я посмотрю на самом деле, как это все будет происходить, понравится мне или не понравится такой формат. Какое-то время я поиграю вот в такую рулетку с основными процессами. Потом посмотрю, буду ли я эти работы вести до финиша, то есть пока они не закончатся, они вот в этой рулетке у нас присутствуют. Либо я буду их менять там раз в месяц, раз в 3 месяца, в общем, как-то буду менять. Это я решу потом, пока такой экспериментальный у нас период. Но нужно выбрать 3-й сюжет, поэтому поехали, выбираем. Что же это будет. Я, честно говоря, голосую за жирафов, потому что я же их поставила на... Да, давайте, жирафы, давайте. Я же их поставила на завершение на лето. Ура, ура, это будут жирафы, отлично, значит, у них как раз это совпадает вот с моими планами, да, завершить эту работу. У них будет тоже больше шансов, чтобы продвигаться и быстрее завершаться. Жирафы, напоминаю вам, как они выглядят. Итак, у меня получается 3 сюжета. Венок от Dimensions, Баба Яга от Панны и жирафы от Анкор. Это дизайны, которые имеют больший шанс максимально продвинуться в каком-то ближайшем будущем. Возможно, по крайней мере, на лето я сохраню эту рулетку, а может быть нет, посмотрим. Это все я вам рассказала про планы, которые касаются моих текущих процессов. Но совсем без стартов ведь грустно. Хотя у меня были мысли не стартовать вообще ничего летом и продвигать только то, что есть. Но потом я подумала, что да, у меня сейчас в данный момент примерно такое настроение. Не то, чтобы сильно хочу что-то начинать, но такое же настроение будет длиться точно не всегда. Точно мне что-то захочется еще. Поэтому я решила немножечко все-таки запланировать. Для этого тоже привлекла девочек на Бусти, и получилась у нас такая история. Вы знаете, что я вышиваю... бывает у меня такое, не то чтобы всегда, но время от времени я вышиваю какие-то работы, которые у меня вышиваются как-то между делом. Где-то, когда видео монтирую, где-то, когда с кем-то разговариваю, вот примерно так. И я поняла, что мне для этой цели удобны бисерные работы. Хотя я предложила девочкам еще и мелхил, но мелхил никто не выбрал, а вот за эти сюжеты проголосовали, правда, голосов было одинаковое количество. Поэтому я думаю, что я начну и ту, и другую работу. Мне почему-то кажется, что у меня есть шансы успеть вышить обе работы за лето друг за другом. Или, по крайней мере, одну вышить, а вторую начать. Вот как-то так. Я пока еще не знаю, какую именно я начну из них. Все-таки маяк я выберу или черешню. Здесь у меня пока немножечко есть некие колебания. Посмотрю. Мне очень понравилось вышивать квадратик, но, в общем-то, и маяк мне тоже нравится. Поэтому на этот счет я еще немножечко подумаю. Буду начинать, может быть, не прямо сейчас, но где-то в скором обозримом будущем. И надеюсь, что обе эти работы успею стартануть за лето и одну, как минимум, из них закончить. Помимо вот этих сюжетов, еще 2 сюжета тоже девочки выбрали. Наибольшее количество голосов было за их старты. И один из них это котенок от Елены Золотухиной. Я сегодня показывала вам завершенную работу вот этого дизайнера. Жабонька у нас была. И вот такая еще у меня есть схема с котенком, поэтому будет котенок, значит. Я уже на него нитки собрала. Основу только нужно будет какую-то подобрать. Но, в принципе, здесь полная зашивка. И можно, по большому счету, брать любую основу. Вот такой милейший, просто очаровательный котенок. Он по размеру, такой не слишком крупный, не слишком мелкий, около 7000 крестиков в нем. Еще старт, который тоже обязательно будет этим летом, это вот этот сюжет Ева Розенстенд
птицы на ветках ежевики. Тоже девочки выбрали. Очень давно уже этот сюжет я то планирую, то не планирую. Он у меня уже прям какие-то годы кочует из моих планов. Ну, иногда в них попадает, иногда не попадает. Вот так он то есть в них, то нет. Но все никак до него руки не доходят. Но вот этим летом, я думаю, руки все-таки дойдут. Потому что планов по новым стартам у меня на это лето просто минимум. По сути, я вам все планы по стартам рассказала. То есть это бисерные сюжеты один за другим. И это вот два сюжета: котенок по авторской схеме и птицы на ветках ежевики по набору от Евы Розенстенд. Кстати, ни разу не вышивала наборы этой фирмы. Но у меня есть еще один сюжет. Я тоже выставляла его на голосование. За него проголосовали поменьше. То есть он в лидерах не оказался. Но я думаю, что, может быть, я его все-таки начну при условии, что у меня сократится количество больших работ, в которых еще много вышивать. Кто смотрит мои субботние видео, знают, что я все свои процессы делю по категориям. У меня есть категория «Хочу финиш». Это работы, в которых осталось вышивать менее 7000 крестиков. Есть категория «Не сбавляй темп», где нужно вышивать от 7 до 17 еще тысяч крестиков. И категория «Думай о великом». Это сюжеты большие, и в которых еще предстоит много вышить, ну то есть более 17 тысяч крестиков. Вот сейчас у меня там находится 5 работ. То есть 5 работ, которые большие, в которых вышивать еще много. Вот когда у меня количество этих сюжетов в этой категории сократится до 3, тогда, может быть, я начну этот сюжет. Вот этот дизайн от фирмы Нова Слобода. Называется он «Летняя рапсодия. Прекрасные маки и васильки». Мне очень нравится этот сюжет, и нравится он мне давно. Я на него смотрела в начале года, когда даже вот составляла планы такие очень примерные на год, я на него тоже засматривалась, думала, может быть, все-таки его. Но была не уверена, скорее склонялась к тому, что я его не начну. Однако, когда вот сейчас я думала о планах на лето, я поняла, что вот про этот сюжет я вспоминаю очень часто, но он большой, в нем более 40 тысяч крестиков, и, соответственно, все-таки для того, чтобы его начать, мне хочется вот видеть, что у меня какие-то процессы потихонечку заканчиваются. Поэтому для того, чтобы его начать, я вам условия уже рассказала. Начну, если не передумаю. То есть здесь как бы никаких обязательств. Если я вдруг передумаю и захочу начать что-то другое или ничего не захочу начинать, то так тому и быть. Но пока я склоняюсь вот все-таки к тому, чтобы сделать этот старт, совершить такое действие этим летом. Ну что ж, все, вот, собственно, и все старты. Получается, что я за все лето планирую начать 4 сюжета, и, может быть, вот этот 5-й, но это не точно. Так что вот такие у меня результаты, такие у меня планы. Видео получилось длинным, но как-то не хотелось это все делить. Надеюсь, что вам было интересно. Если вы досмотрели это видео до конца, огромнейшее вам спасибо. Если оно вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, пишите комментарии. Я буду очень рада, если вы напишите что-то про мои готовые работы, про мои текущие процессы, что вам нравится, за что вы как-то болеете, переживаете, что вам, ну, может быть, для вас явилось открытием, как вам мои планируемые старты. Думаю, что кто-то, может быть, даже разочарован, потому что думали, может быть, что я начну что-то иное. Но вот пишите, пожалуйста, мне будет интересно это прочитать. Ну и, конечно же, приходите смотреть мои видео по субботам еженедельные, ну и все другие видео тоже выходят у меня на YouTube. Также у меня выходят все видео, дублируются на Boosty. Они попадают в бесплатный просмотр через неделю после выхода. Но если вы хотите поддержать меня и мой канал, то вы также можете сделать это на Boosty, оформить подписку или сделать разовое пожертвование. Я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто уже там это делает. Спасибо вам большое. Ну что ж, на сегодня это все. Увидимся с вами в следующих видео. Всего вам самого доброго. Пока-пока.